Всем привет! В этом видео посетим парк Металлургов и малую водную станцию. Это такие не туристические места города Владикавказ. Просто решил проехаться по местам своего детства и посмотреть, как они изменились. Приятного просмотра! Привет всем! В этом видео мы погуляем по парку Металлургов в городе Владикавказ. Покажу вам, как выглядит этот парк. Сам давно не был. Последний раз, когда я был, мне было, наверное, лет 17, может быть, даже меньше. А так, вообще, в детстве мы очень любили здесь гулять с моей тетей, с моими родителями. Еще в 5 лет, когда мы здесь жили. Посмотрим парк, как изменился, поделюсь своими впечатлениями. Давайте гулять, погнали! Прошлись мы здесь по небольшой части. Надеюсь, это не весь парк. В детстве он представлялся, по крайней мере, по воспоминаниям, значительно больше. Здесь есть конный театр нартов. Очень интересно посмотреть будет как-нибудь. Посмотрим сейчас. Где-то здесь есть арена. Пройдемся. Так, в целом, парк оказывается не супер большой, поэтому видео будет супер коротким. Гуляемся еще до театра, посмотрим, как он изменился. Я помню очень смутно, помню арену каменную, по которой вокруг ездили на лошадях, одетые в костюмы воинов, всадники. Здесь на самом деле еще много пространства, но оно все такое неухоженное, то есть просто лес, какие-то тропки, возможно. Чувствуется, что это больше такая заброшенная территория. Все здесь организовывается само по себе. Дошли до конного театра «Нарты». И здесь все закрыто, нет никакой вообще активности. Есть еще ресторан «Шале», в который можно войти только без детей, без собак. И не знаю даже почему. Там терек, но пройти к берегу терека нельзя. Поэтому экскурсия по парку Металлургов получается, что завершается. Не такой уж он и большой. В моем представлении парк был более объемный. И конный театр «Нарты» на самом деле имел такой амфитеатр прямо в парке. Сейчас, видимо, его перенесли куда-то к ангарам. Я не знаю, как это выглядит. Можете оставить комментарий, рассказать. В итоге мы возвращаемся в машину и поедем, наверное, дальше гулять, смотреть. Хотим съездить на малую водную. Это вот недалеко от Китайской площади. Поснимаю еще там, посмотрим набережную терека, поснимаю терек, ну и как выглядит там пространство. Приехали на малую водную станцию. Здесь есть бассейн и водоем еще. Сейчас посмотрим, он в прошлом году был еще без воды. Там делались какие-то работы. Погуляем здесь, посмотрим, покажу вам, как изменилось это место. И заодно сам посмотрю. Как вы видите, водоем уже здесь появился. Воду набрали. В прошлом году просто проводили какую-то чистку дна, не знаю. Ну, в общем, были работы. Сегодня здесь отдыхают люди, смотрю, и есть детский бассейн. Конечно же, это все платно. Попробуем с детьми как-нибудь тоже заехать, покупаться. В целом сейчас жаркие дни уже в Владикавказе. Я думаю, это отличный вариант, чтобы немного остудиться, провести время вместе. Довольно уютное место. Справа у нас набережная
Терека, ну, вернее, как набережная. Здесь просто такая полянка, берег и Терек довольно полноводный, кстати, сейчас, и течение очень быстрое. В прошлом году я наблюдал, как он был очень мелкий, но это было уже где-то конец лета. В детстве здесь частенько отдыхали мы с родителями и с моим младшим братом. И одно из наших любимых мест была вот эта набережная. Здесь люди приходили и загорали. Мне кажется, что было даже, может быть, более ухоженно. Ну, там трава скошена из разряда. В целом сейчас здесь тоже неплохо. И вот это вот любимое место, именно вот этот камень. Если я не ошибаюсь, это именно он, но именно на нем мы частенько лазили. И что самое интересное, по-моему, Терек, вот этот камень был именно в потоке Терека. То есть Терек был пошире. И мы как раз около этого камня забирались на него, мочили ноги в Тереке. Купаться, конечно же, не очень было. Во-первых, вода холодная, а во-вторых, достаточно грязный он. Как тогда, так и сейчас можете наблюдать поток цвета не очень хорошего. И пахнет кукурузкой. Не знаю, что в него сливают. Возможно, просто здесь где-то есть какой-то завод. Но я думаю, что не всех грязная вода остановит. Сейчас здесь образовался такой заход. Бережочек песчаный даже. Интересно погулять по местам своего детства. Посмотреть, как все изменилось, и поспоминать. Заметил здесь такой необычный турник между двумя стволами деревьев. Пробуем завтра приехать сюда, чтобы покупаться в бассейне. Сейчас узнаем, сколько это все удовольствие стоит. Ну и заодно вы тоже узнаете. Узнал я, сколько стоит бассейн. 200 рублей час. По поводу сеансов все зависит от погоды и от количества людей. Если погода нормальная, то работает. Если, я так понимаю, людей достаточно, то по расписанию. И если людей мало, то можно просто вот прийти и в любой момент зайти купаться. Ну а на этом видео я завершаю. Спасибо за просмотр. Буду рад вашим лайкам и подпискам. И до встречи в новых видео. Всем пока!